Всем добрый день, меня зовут Татьяна, и вы находитесь на канале Татьяна Мин Астрологи и Тарот. Я предлагаю сегодня вам выбрать 4 варианта, загадать 4 мужчин. Ну, то есть вы можете загадать сразу 4, 3, 2, либо только одного мужчину. Для этого вам нужно выбрать изображение. Это 4 божества из колоды мастеров, из другой колоды. Итак, просто выберите один или несколько вариантов. Запомните, кого вы загадали. И сейчас мы будем делать расклад на каждого из этих мужчин. Для расклада я решила выбрать колоду, классическую колоду Таро Райдера Уэйта. Итак, давайте начнем. Итак, вот это будет первый мужчина. Какие вопросы мы будем задавать? Ну, во-первых, мы спросим вообще, что это за мужчина, что у него на душе, как карты его описывают. Но мужчина интересный все-таки, потому что здесь, во-первых, вышел старший аркан. Старший аркан колесница, ой, то есть колесо фортуны, простите, колесо фортуны. И это говорит о том, что этот человек обладает какой-то внутренней мудростью, он не боится рисковать, у него в жизни есть такой момент удачи, потому что помыслы его часто бывают чисты. Здесь у нас паж жезлов, и этот мужчина еще как бы в любви, в каких-то в отношениях других, да, то есть в мудрости как бы проявляет себя по пажу, хотя у него есть большой потенциал, да, который у него по колесу фортуны заложен. И этот человек трудолюбивый, работящий. Здесь по этой карте я могу сказать, что деньги ему просто так не достаются, что он должен работать для того, чтобы заработать себе что-то на жизнь. Также и в отношениях. Конечно, ему может вести больше, чем другим. Могут у него открываться какие-то новые перспективы в жизни. Но вот воспользуется ли он ими, не всегда может быть так получаться. Давайте спросим у карт, что он думает о вас, как он к вам относится. И в целом, какое у него вообще к женщинам отношение, к любви, готов ли он к серьезным отношениям. Ну, относительно вас, да? Потому что вы, как женщина, вам интересно знать, что он думает. Но видите, здесь еще один старший аркан, и карты такие, довольно противоречивые. Так, хочу посмотреть, видно ли вам. Ну, во-первых, сразу бросается в глаза карта дьявола, да? И здесь я не могу сказать, что у этого человека есть какие-то очень честные намерения в вашу сторону, потому что дьявол, может быть, он и сам того не подозревает, но он может приносить вам какие-то тяжелые переживания. Он может подсознательно как-то хотеть воспользоваться вами. Почему это у него идет? Возможно, у него есть какие-то проблемы в плане выражения своих эмоций, видите, потому что здесь королева мечей и 8 мечей. Это такие карты очень довольно жесткие могут быть. Королева мечей, конечно, говорит о женщине, которая любит правду, какую-то четкость, и он это понимает, но он может даже действовать и говорить, да, что он вот такой все честно и хотеть как-то все честно делать. Но по карте дьявол есть у него какая-то внутри такая черта, которая, может быть, сразу вам не будет заметна. Это какая-то зависимость. Может быть, у него есть зависимость от каких-то субстанций, либо зависимость, как вот это правильно сказать, какая-то зависть, какая-то внутренняя такая темная сторона, которую, возможно, он пытается скрыть, но она у него есть. Не исключаю, что он ее понимает и хочет как-то вырваться из этого круга по 8 мечей, да, как-то он хочет, он, может быть, не знает, как ему правильно вообще с женщинами, правильно ли он себя ведет, да, то есть его как бы как два здесь таких начала, да, королева мечей, ведь эту карту мы можем сравнить с картой правосудия вообще, и тут же дьявол. То есть, с одной стороны, он вроде бы головой понимает, да, что он делает что-то неправильно в отношениях, или, может быть, он слишком резок, или, может быть, даже себя он критикует. А с другой стороны, по карте дьявол, он действует не совсем честно, искренне. Есть у него какой-то бэкграунд, какая-то темная сторона. Ну, что можно здесь еще спросить? Как он, может быть, будет действовать? Какие-то у него есть планы относительно вас и ваших отношений? Да, он, возможно, хочет с вами какой-то романтики, и он
может предложить вам провести вместе время, но опять же это по рыцарю, то есть он влюблен в вас. Вот на данный момент я вижу, что у него есть в вас влюбленность. И, кстати, по карте дьявола это еще и сексуальное желание, поэтому он может проявлять себя, как-то либо дарить подарки, либо вместе время провести, либо даже признаться вам в своих чувствах, потому что кубки это все-таки чувства. И если у вас с ним какая-то перспектива, да, перспектива здесь тоже есть в отношениях, и, но такая, скажем так, я не могу сказать, что очень прям такая, что дело дойдет до брака, но на данный момент, да, но вы нравитесь ему определенно, он может как-то даже из-за вас стараться больше заработать. Он обладает терпением в этих отношениях, он может вам преподносить какие-то подарки, как-то вот очень нежно за вами ухаживать. Поэтому здесь есть. Но предупреждаю вас насчет вот этих карт, да, которые у нас вышли. Все-таки есть у него какие-то пунктики вообще в отношениях с женщинами, как они могут проявляться. Это может быть у всех по-разному. То есть может быть. Ну и какой-то, может быть, совет карты дадут вам здесь в отношениях с этим мужчиной. Ну, прекрасная карта, десятка пентаклей. Она говорит о том, что с этим мужчиной у вас есть возможность построить какие-то крепкие отношения. Возможно, у него неплохой род, родители, неплохие как бы корни. И вот вам стоит опираться на это, на какие-то такие более консервативные каноны в отношениях. Он это ценит, я думаю, может быть, вы даже знаете уже об этом. И он, скорее всего, хочет стремиться вообще в жизни к какой-то стабильности. Стабильность, род, родителей, постоянный заработок, общий дом, когда муж с женой плечом к плечу, какая-то вот такая крепкая семья. Это он хочет, и возможно, что в каком-то более далеком будущем он будет к этому готов. Но мы сейчас смотрели на ближайшие месяцы, скажем так. Неважно, конечно, когда вы посмотрите этот расклад, он все равно будет актуален в тот момент, когда вы его нашли. И вот самое главное, что мы сказали о нем, это на ближайшее время, с того момента, как вы открыли эту запись. Итак, я убираю эти карты, и мы перейдем к следующему варианту. Для тех, кто загадал вот этого мужчину. Спросим у карт, что это за мужчина, как карты его позиционируют, что скажут о нем. Так, карты вышли, но не будем их брать. Так, посмотрим. Ну, мужчина тоже довольно интересный. Здесь тоже мы видим старший аркан, звезда, да, и десятка жезлов, тоже хорошая карта. Ну, что можно сказать? Он такой, тоже ему в жизни удача сопутствует. Он может быть мечтатель, но его мечты могут воплощаться в жизнь. Он знает, как это вот, когда идешь к своей цели, он может ничего не видеть, когда ему что-то действительно хочется, нужно сделать, он может четко идти к своей цели, ничего не видя перед собой, иногда даже это его мешает, но тем не менее. Также у него есть здесь такое качество, как хитрость какая-то, да, ну, это тоже неплохо, если он использует это не против там своих друзей или близких людей, но в нем как бы все так по этим картам более-менее гармонично сочетается в целом. И здесь такое впечатление, что у него вот ему в жизни важна какая-то идея, какая-то цель. Вот это главное будет. Даже женщина, если он будет, например, за какой-то женщиной ухаживать или будет влюблен, ему вот эта сама идея, наверное, нравится какой-то недостижимой женщиной. Но сейчас мы посмотрим, как он вообще в отношениях, что за мужчина, как он относится к женщинам, как он к вам относится. Что думает вообще по поводу отношений, если там какие-то вопросы. Так, вышла карта сила. Шестерка, и, ну, человек в любви, конечно, такой горячий, сексуально очень ориентированный, и женщину себе, скорее всего, такую же хочет. Есть у него какое-то прошлое, конечно, по шестерке мечей, да, возможно, у него есть даже уже отношения были, там, может быть, он был женат, или какие-то серьезные отношения были в его жизни, что-то ему пришлось в жизни оставить. Но несмотря на это, он как бы всегда готов к новому началу, всегда готов к новым отношениям. Если его женщина, особенно, наверное, я думаю, что по этим картам, если он чувствует, что женщина его
дает ему какую-то энергию, заряжает его, то он готов на все. Он может ради женщины отказаться от многого, потому что вот он умеет любить, но да, я думаю, что здесь он может проявить какую-то силу характера, вот прям настолько, что даже поменять там что-то в жизни из-за своих отношений, из-за своей женщины, жены и так далее. Я думаю, что он может. Ну и, конечно, мужчина огненного темперамента, и женщину, соответственно, хочет такую, чтобы она удовлетворяла его, зажигала его, и совместно с ней, может быть, он даже будет и бизнес какой-то делать, и она его должна поддерживать, конечно, тоже очень хорошо. Что он думает относительно вас? Есть ли у вас перспективы какие-то с ним отношений, да? Такой вопрос. Ну, сразу по этой карте я хочу сказать, что он, конечно же, влюблен в вас. Есть перспектива отношений, да. Он видит вас, женщину очень красивую, за которой он хочет ухаживать. И вы ему даете уверенность в себе. Он просто на коне себя рядом с вами ощущает. Но минус в том, что, возможно, он боится чего-то, он может уходить от чувств, от своих. Есть у него такое иногда состояние, как, я не знаю, не то чтобы недостаточно, что-то еще его тянет. Но в вас он влюблен определенно. Какой совет здесь могут карты дать? Есть ли какая-то перспектива ваших отношений? Да, здесь есть перспектива у вас в отношениях. Он может проявлять себя все больше и больше. Ну, он и как бы и так-то себя должен проявлять всегда, потому что здесь вообще столько много жезловых карт вышло, и жезлы, и пентакли, что, да, хорошо. В том плане, что король пентаклей, мужчина-муж, который хозяйственный, заботится о своей семье, у которого все в порядке, поэтому он, может быть, даже планирует, если действительно вот он так относится к вам, ну, то есть он женщину, вот если выбрал, он будет все делать для того, чтобы отношения были хорошие, крепкие, и он готов, как король пентаклей, себя позиционировать здесь. И что совет, да, совет от карт. Ну, посмотрите, у нас сегодня что не вариант, то совет да любовь. Прекрасная карта. Ну, какой тут совет? Наверное, как-то вам эмоционально быть на его волне, потому что десятка кубков, карта семьи, такой веселый, радостный, где люди вместе именно эмоционально, если по десятке кубков, да, которая у нас выпала в первом варианте, там семья держится на каких-то устоях, традициях, материальных благах, то по десятке кубков, конечно, семья держится на высоком эмоциональном уровне, таком подсознательном, чувственном психологизме, понимании друг друга без слов и так далее. И вот здесь с этим мужчиной он будет очень ценить, если вы вот так будете его понимать, что вы прям как две половинки, soulmate, родственные души. Поэтому прекрасный расклад. Вот так. Эти карты я убираю и перехожу к следующему варианту. Так, кто загадал этого мужчину? Давайте спросим у карт, что это за мужчина, что о нем хотят сказать высшие силы. Мужчина, конечно, в жизни, скорее всего, у него либо была жена, либо он даже сейчас женат. И человек семейный. Ну, конечно, здесь, когда выпадает, да, что-то такое, связанное с семьей, здесь может быть много вариантов. Один из вариантов это даже то, что, например, эта карта императрицы, это не его жена, а, допустим, мать, которая тоже играет важную роль в его жизни, а может быть, это уже вы, если вы смотрите на своего мужа. Но видите, здесь два старших аркана. Что я могу сказать? Этот человек, он вообще ценит женщин, семью, мать, вот какой-то такой, он может понимать женщину очень глубоко. Я не знаю, может быть, он даже сам об этом как-то не догадывается или как-то свои эмоции скрывает относительно этого, но у него есть что-то такое, что он хорошо понимает женщину. Даже не удивлюсь, если у него в гороскопе этого мужчины есть планеты женского типа. То есть, вот знаете, например, в центре, ну, сильная планета Венера, Луна в Раке, например, у него. Вот есть у него что-то такое очень семейное. Это
С одной стороны, хорошо, да, если нету каких-то тяжелых аспектов, а если они есть, то человек может, конечно, быть чрезмерно нервозным, боязливым, может бояться, например, оставить свою мать и быть с женой, в семье, для своей семьи что-то делать. У него постоянно какое-то странное чувство вины и так далее. Здесь сразу две карты, которые показывают на то, что он как бы боится, да. Это и карта Луна, и двойка жезлов. Это же тоже, да, человек стоит, он видит новые перспективы, он понимает, что ему нужно и уже можно сделать шаг вперед, но он все время боится. И вот этот страх, преодолеется ли он? Здесь, конечно, этому человеку нужна женщина, такая как императрица. Если это не мать, то это, конечно, может быть жена, но жена, эта женщина, она тоже сильного характера, и он будет, конечно, к ней прислушиваться. Карта вышла, я, конечно, не задавала вопроса, но оставим ее пока. Хочу спросить, значит, хоть у нас здесь уже вышли такие карты, и по ним мы уже, да, рассказали, какое у него может быть в целом отношение к женщинам и так далее, но все равно спросим, как он себя позиционирует в любовных отношениях с женщинами и что конкретно о вас он думает. Ну, по карте четверка, да, если ее рассматривать, это немного такая пассивная карта, очень, как будто уже все в прошлом у него относительно там отношений в целом имеется в виду. Это интересно, кстати, да, выходит. Он в вас влюблен, этот мужчина, я думаю, он вообще может быть влюбчивый, он может быть манипулятором, конечно, по карте маг, но тут же выходит карта башня, и такое впечатление, что он сам себе враг. Вот это такой тип мужчины, знаете, вот очень напоминает мне, когда в гороскопе, например, стоит оппозиция между, допустим, Луной и Венерой. Вот если вы, например, разбираетесь в астрологии немного, да, или там будете сами смотреть гороскоп для вашего мужчины, ну, и вы знаете его дату рождения, даже без времени рождения, вы можете посмотреть его гороскоп и вот увидеть, есть ли там оппозиция между Луной и Венерой. Часто такие люди, они как бы все время мечутся между своими чувствами, желаниями, и им очень тяжело. Не каждый способен, да, ну, не у каждого хватает силы воли преодолеть какие-то свои проблемы, тем более, когда это в гороскопе, это вообще тяжело. И вот здесь такая картина вырисовывается, что он как бы с одной стороны сильный человек, может манипулировать, может управлять ситуацией, может все брать в свои руки и с женщинами как бы быть сам как император, да, ведь маг, он даже выше императора в каком-то плане. Но в то же время у него вот как по щелчку происходят какие-то резкие перемены в жизни и упадок. И вот только-только у него начинается, он влюбляется, он позиционирует себя как маг, а потом упадок опять. И вот так вот у него все время по жизни может снова и снова начинаться. Ну и вот карта четверка, которая вышла, да, она может говорить, что глубоко-то в душе он все-таки чувствует, что он уже устал от этого, что ему хочется покоя, отдыха, какого-то даже однообразия, может быть, ему хочется, но опять и опять он как будто бы наступает на одни и те же грабли. Ну, это вот как я вижу эти карты. А давайте спросим, есть ли перспектива какая-то с ним отношений лично у вас? Стоит ли вообще? Потому что, да, мужчина интересный, но у него и проблемы тоже довольно серьезные здесь. Но я не могу сказать, что здесь такая прям хорошая перспектива вырисовывается. Сами видите, это паш и шестерка пентаклей. Нет, здесь могут быть даже у вас какие-то с ним недопонимания. Даже он может вводить вас в заблуждение, либо как-то обсуждать вас за вашей спиной. Ну, в общем, то, что у вас с ним в перспективе, не стоит того, наверное, что могло бы быть. Я не вижу здесь хорошей перспективы. Ну что, чем-то он может вам помочь, может быть, каким-то, ну, помощь какая-то может быть от него, но, наверное, не то, что вы хотите. Какой здесь совет карты могут дать относительно него, вас и вообще? Ну, я даже не знаю, здесь совет, ну, как вы видите, здесь выходят жезлы, да. Ну, что здесь сказать? Скорее всего, вы можете, наверное, быть с этим человеком, если вас не будет раздражать какая-то его некоторая медлительность, да, может быть, он какие-то финансовые вопросы, здесь какой-то комфорт в вашу жизнь может принести, даже не знаю.
Но здесь выходят жезлы, карта празднования, тут же ссоры. Медленно у вас могут продвигаться с ним отношения. Да, он будет вас, как, да, пока по рыцарю Пентаклей он может как бы, ну, давать вам какой-то комфорт, защищенность, какие-то даже подарки, может быть, материальные блага. Вы можете проводить хорошо с ним время. Ну и вот это все, что я вижу. То есть здесь какие-то такие, да, страсть здесь чувствуется какая-то забота с его стороны, но все как бы не такая, не на том уровне, на котором он сам вообще. Вот это вот очень интересно, да, потому что с вами он как будто бы на более низких позициях, чем он по жизни вообще есть. Может быть, вам это только понятно, да, вот что именно у вас в отношениях. Может быть, действительно этот человек не свободен, и из-за этого вот он может вам только такое предложить. Я не вижу здесь больших перспектив развития с этим мужчиной, как ни крути. Ну, давайте возьму еще одну карту. Ну, такое впечатление у меня, что император. Но все-таки, наверное, он занят из-за этого. Он останется в семье, либо он, ну, как сказать, он не свободен, у него есть какие-то обязательства. Поэтому перспективы какие тут могут быть. Вот такой расклад. Так, давайте посмотрим еще следующий вариант. Кто загадал этого мужчину? Что высшие силы скажут о нем? Что он за человек? Как он себя позиционирует и какой он вообще по жизни? Что самое главное о нем? Ну, это человек такой, конечно, независимый по карте The Fool или Дурак, да, он может появляться в вашей жизни, снова уходить, может приносить вам какой-то хаос, неожиданные перемены, неожиданные веселье или там, не знаю, какие-то события неожиданные с ним, вот когда вы с ним могут происходить, какое-то беспокойство может даже здесь быть, а потом он снова может уходить. То есть он такой, его трудно удержать. Он постоянно находится на каком-то выборе, да, и не знает, что он выбрать. Это может говорить о том, что он не уверен в себе, либо он сделал выбор, но сомневается, правильно ли он сделал выбор, потом страдает сам от этого, и нет у него покоя какого-то в душе. Наверное, у него покой в душе только тогда, когда он ни к чему не привязан и делает то, что он хочет. Вот так вот. И даже сам вот этот выбор, когда у него есть, он тоже, наверное, в этот момент счастлив. А когда он уже что-то конкретно делает, ну, или когда вот у него вот этой движухи нет какой-то, да, такой вот, которую я сейчас описала по семерке чаш и по дураку, он, наверное, несчастный. Либо он вообще глубоко в душе какой-то, вот у него есть какие-то страдания. У него есть почему-то какие-то страдания глубоко в душе. Но можно спросить, что это значит, что его волнует, что за страдания. Давайте. Женщина выходит. Я не знаю, значит, страдания относительно какой-то женщины. Может быть, она занята, ну, и есть у нее муж или какие-то другие обязательства. И, конечно, если сравнивать карту дурака и королеву Пентаклей, люди совершенно разные. Но королева Пентаклей, да, женщина манящая, красивая, стабильная, а он-то не такой. У него здесь стабильности в этих картах вообще нет. Поэтому, может быть, он опять вот этот, да, диссонанс, когда мы чувствуем одно, хотим другое, делаем третье, но не мы, а вот мужчины в данном случае. Но давайте спросим, как он относится к отношениям, к любви и конкретно к вам, что у него с женщинами и с вами тоже. Ну, такое впечатление, что он ищет идеальной любви, идеальных отношений, какой-то высшей такой любви. Он много об этом может говорить, он может даже в какие-то споры вступать, у него постоянно какие-то мысли на надрыве, и в то же время он все время в поиске. Он может говорить женщинам, что он влюблен, он может даже, ну, как-то вот убеждать в своей любви. Он и на любовь он способен, да, все-таки здесь кубок, чаш. Но в душе вот он как-то все время в поиске. Он вообще ему по жизни даже может вести. Могут ему встречаться такие женщины, которые могут его любить, очень влюбляться в него. Но несмотря на это, ему все равно этого будет мало. Он все равно в каком-то поиске еще чего-то идеального находится всегда. И у него мысли неспокойные. Он может быть спорщиком, либо ссоры какие-то затевать сам, либо мысли у него постоянно какие-то меняются, настроения, ему куда-то надо бежать, спешить, что-то еще искать, еще...
он не злой человек, да, он, может быть, действительно глубоко в душе и любит кого-то, и ищет там какой-то образ идеальной любви, но при этом стабильности здесь с женщинами я не вижу. Он все время как будто что-то еще, куда-то еще стремится. Есть ли у него какие-то перспективы у этого мужчины, да, с вами в отношениях? Ну, здесь у вас, возможно, есть страсть, какие-то сексуальные отношения неплохие. Может быть, он вас подвигает, сподвигает, да, на что-то, на какие-то там дела, действия, как бы заряжает вас позитивной энергией, но в то же время карта подвешенной говорит о том, что тут и застой какой-то может быть, как будто ситуация не двигается или долго не будет двигаться. Она вроде бы ярко началась, может быть, у вас была какая-то страсть, такая влюбленность, эмоции, а сейчас она в подвешенном состоянии, ваши отношения в подвешенном состоянии. Давайте спросим, почему, что может быть причина. Причина... Союз. Ну, не то чтобы даже причина, я бы сказала, что здесь он, может быть, видит вас, женщину, с которой бы он мог создать союз, и он планирует, но он как-то вот тянет с этим. В чем здесь загвоздка? Как будто все остается только в планах и в мечтах, а нету конкретных каких-то действий. Чувства, да, есть, но при этом, не знаю, боится, что нужно будет как-то действовать, нужно будет шагать дальше, да, помимо ваших чувств с ним. Ну, то есть помимо того, что он там вам признался в любви, или вы там как-то на одной душевной волне, но ведь это не протянется долго, да, все равно нужно будет действовать по тройке жезлов, дальше какие-то шаги предпринимать, какие-то как-то обустраиваться, да, я так понимаю. А он вот король пентаклей, ой, король кубков. И кубковый король, конечно, да, человек влюбленный, но в каких-то деловых вопросах здесь у него могут быть больше планов, чем конкретных дел. Давайте возьмем совет от карт, спросим. Ой, карта переворачивается. Спросим, есть ли перспективы, ну, как бы, что карты посоветуют в этих отношениях. Перспективы мы спросили уже, что здесь как-то все может очень затягиваться. Очень все будет затягиваться на уровне вот романтики именно с этим мужчиной. Вот романтика, да, ну, если вас это устраивает, совет. Интересно, такой совет. Ну, здесь бы я сказала, что вам нужно как-то подождать, наверное, подождать, держать какую-то свою позицию, если, ну, у вас есть она, может, вы что-то ему высказали там, да. Вот вам нужно держаться за вот эту свою позицию, за свое мнение. Вам не нужно здесь вестись на какие-то его манипуляции, может быть, даже тратить деньги в этих отношениях с вашей стороны. Вам нужно очень твердо стоять на своих ногах и держать свои позиции. Потому что здесь этот человек может в какой-то степени разбить ваше сердце. Вам нужно проверить его чувства еще раз. У вас есть какая-то определенная стабильность, которой ему, наверное, не хватает. И вам не нужно сдавать свои позиции. Вам нужно как бы гнуть немного свою линию, при этом не напористо, а просто вот оставаясь на этих своих позициях. И не нужно так быстро что-то менять в своей жизни из-за того, что он там вам даже в любви признается, и вы чувствуете какое-то единение душ и так далее. Здесь еще надо проверить его временем. И временем, и эмоционально тоже. Потому что есть момент какой-то, может быть, эмоциональной нестабильности у этого человека. Но перспектива я вам уже озвучила. Здесь как-то все на уровне романтики. Да, он в вас влюблен, с вами хочет быть и планы строить, но как эти планы будут в жизнь притворяться, здесь вот стоит еще подождать, попроверять его. Вот такой расклад. Это было 4 варианта. Спасибо за просмотр. Вы были на канале Татьяна Мин, Астрологи и Таро. До встречи на моих новых видео. Всем пока!